Всем привет, Оз на связи, Королевство 1391, а это видео из тестового королевства. Сегодня вновь поговорим о солдатах-архангелах, это элитные войска 14 уровня. Я уже делал полный обзор этих солдат на своем канале, кто еще не видел, ссылка сейчас в правом верхнем углу. Напоминаю, кто хочет поддержать развитие канала, ссылка на донат в описании под видео. Все, кто уже открыл этих солдат, прекрасно знают, что тренировать архангелов дорого и долго. И в этом видео я покажу вам, как сократить время обучения этих солдат и увеличить количество солдат для тренировки. А самое главное, я покажу вам, сколько это стоит. Точнее, мы узнаем, сколько нужно потратить камней науки. Для начала давайте заглянем в башню древних, спустимся вниз и здесь увидим 4 книги, по одной для каждого вида войск. Рассмотрим стражей небесного свода. Это у нас пехота. Как вы можете видеть, оккультная наука здесь не открыта. Для начала посмотрим, сколько ресурсов нужно сейчас. Переходим в духовный зал. Что мы тут видим? Для того, чтобы обучить 800 солдат, нам нужно потратить 2400 очищенного железа и 800 крыльев и какое-то количество ресурсов. Время обучения 2 дня 19 часов, а один солдат обучается 5 минут. Теперь возвращаемся в башню древних и переходим в книгу Стражей Небесного Свода. Здесь у нас 4 раздела. Нас интересует 1 и 4 раздел. Давайте начнем со скорости обучения и посмотрим, насколько мы можем уменьшить время обучения. Наука глубокое погружение поможет нам сократить скорость обучения на 30%. И в разделе 4 нам нужно изучить эту науку. Она так и называется — ускорение обучения. И здесь мы можем получить 200% скорости обучения. Рекомендую начинать с этой науки, потому что она дает очень хорошее увеличение и требует меньше ресурсов, ускорений, а самое главное — камней науки. Ну что ж, давайте начнем обучение. Обратите внимание на количество моих камней науки. Кто хочет, заскриньте и потом сами посчитайте, вдруг я где-нибудь ошибусь. Итак, погнали. Как вы можете видеть, нам не нужно много камней науки, а время изучения вполне стандартное для оккультной науки. И вот мы закончили, получили 200% ускорения скорости обучения. И давайте посмотрим, сколько камней науки у меня осталось. Делаем расчет и получаем 35 772 камня нам нужно, чтобы увеличить скорость обучения Т14 на 200%. Давайте посмотрим, сколько же это в реале, эти 200%. Потратив немного камней науки, мы можем очень хорошо уменьшить скорость обучения. Смотрите, было у нас 2 дня и 19 часов, а осталось 22 часа. Мы уменьшили время обучения почти на 2 дня. Это очень хорошо при таких минимальных затратах. У нас есть еще один раздел науки глубокое погружение. Давайте пойдем и изучим его полностью. На первых этапах, как всегда, требования небольшие, а вот уже с 60% начинается потребление, и последний этап просит у нас уже 125 тысяч камней науки и 95 дней за 2% скорости обучения. Качать или нет, решать вам. Мое мнение, это очень дорого. А как думаете вы? Напишите в комментариях. Теперь давайте посчитаем. Итак, на 100% изучение этой науки у нас ушло 470 590 камней науки, куча ускорений и гора ресурсов. Теперь давайте смотреть в реале, стоит оно того или нет. Итак, мы сократили всего 3 часа за почти 500 000 камней науки. И теперь мы видим, что один солдат обучается 1,5 минуты вместо 5. Если брать в общем, то это очень круто. Игрокам без доната рекомендую не заморачиваться на науке глубокое погружение. Улучшайте то, что вам нужно. Лучше потратить несколько ускорений обучения солдат, чем слить камни науки в бесполезный раздел. Теперь давайте быстро изучим все разделы, где можно увеличить количество солдат для обучения, и посмотрим, сколько в итоге мы сможем тренировать солдат за один раз. Вернемся в книгу Стражей Небесного Свода. Здесь также в первом разделе есть наука Божественное Вдохновение. Но мы сразу идем в 4 раздел. Наука Вербовка увеличит количество обучаемых солдат на 1490 единиц. Начинаем изучать. Эта наука тоже недорогая. Не будем здесь задерживаться. Итак, 100% забрали у нас 42 438 камней науки. Совсем недорого.
Переходим к науке вербовка 2. Как и ожидалось, она тоже недорогая. И вот по причине технических неполадок я не смог записать, как я ее изучил, но заверяю вас, я потратил на это ровно столько же, сколько и на первую вербовку. Ровно 42 438 камней. Давайте глянем, что мы получили в итоге. Теперь мы можем обучить 4300 солдат за один раз. А у нас есть еще одна наука, которая даст нам еще 5000. Но сколько же камней науки она сожрет, сейчас узнаем. Итак, наука божественное вдохновение, дорогая и долгая в изучении. Последний этап просит 141 тысячу камней науки и 107 дней обучения. В итоге мы потратили 529 564 камня и получили плюс 5000 обучаемых солдат. Осталась еще одна наука, которую хотел вам показать. Это сокращение расхода очищенного железа для обучения солдат. Называется она «Закал стража». Для получения полной информации нам нужно опять вернуться в духовный зал. Итак, мы можем изучить 9300 солдат за один раз, и для этого нам нужно 27 900 очищенного железа. Возвращаемся в книгу Стража и изучаем науку закалка. 4 раздел нас очень радует тем, что он недорогой. Итак, на закалку Т-14 стражей мы потратили всего 35 772 камня науки. И за эти копейки мы получили хорошее сокращение очищенного железа. Было 27 900, а стало 9300. То есть, потратив 35 тысяч камней, мы срезали 18 500 очищенного железа. Это очень неплохо за такую цену. Так что, ребята, вперед к вершинам, изучаем оккультную науку и быстрее тренируем Т-14 солдат, чтобы стать сильнее. Кстати, по скриптум хотелось бы отметить, что катапульты Т-14 требуют меньше очищенного железа, чем другие юниты. Смотрите сами, стражи просят 9300, а катапульты 6200. Наука на колеснице у меня тоже изучена на максимум. По ресурсам и перьям требования остаются теми же. Ну что же, пришла пора с вами прощаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно поделитесь им с друзьями, я уверен, что оно будет им полезно. Пишите ваше мнение в комментариях, для меня это отличная мотивация. Кто хочет поддержать канал рублем, ссылка на донат в описании. А я с вами прощаюсь, до встречи в следующих видео.